У меня сегодня очень странная картинка. Я гляжу, и выглядит это как анимированные обои. Вот сложно себе представить, что это реальный огонь, реальные полено. Чувствуешь себя, знаете, как мы привыкли к каким-то мемам, да, с которыми мы уже прожили нашу жизнь, да, я уже об этом, да, догорает моя свеча. Вот о том, что выросли мы на примерах Буратино, в этих историях мы привыкли к той реальности иллюзорной, да, которая нас окружает, что да нет этих самых котелков с кипящей ароматной похлебкой, нет этого теплого огня. Все, что мы трогаем, это иллюзия, это картинка, да, красивая, замечательная, но на старом холсте в каморке папы Карла. Вот мы привыкли жить в советское время, да, когда все нас окружала ложь, да, газета «Правда», и были мастера, которые умели эту газету читать между строк, то есть действительно она была правдой, да, если говорят государству не волнуйтесь, все в порядке, значит точно надо волноваться. Если говорят, не будет денежной реформы, значит точно нужно там, не знаю, скупать мелочь или как-то хитрить, юлить. Если говорят, что значит, мирные переговоры, значит точно что-то назревает нехорошее в этом регионе. И вот эта жизнь среди выдумок, фантазий, картин. И вот сегодня с этим страхом, обжигаясь, да, на том молочке. Вот, кстати, хорошая тема в разговорах вообще бежать от метафор подальше. Это тоже не для меня. Я как раз наоборот стремлюсь в метафоры. Вот глядишь, смотришь, не веришь своим глазам. Кажется, что там пластиковый экран, и это тепло не настоящее. И вообще вот эта жизнь с промозглостью, когда ты как не можешь согреться, и вот куда ты приходишь. Знаете, это мне многие рассказывали, что живут где-нибудь там в домах, где титаны, холодно, и вот нагревают они. Титан, оказывается, только по опытному. Я не знаю никаких титан, вернее, я тоже был титан, вот, но я как бы никогда не стоял под душем, так чтобы прям, ух, сколько хочешь, да. Ну вот знатоки говорят 7 минут счастья, а потом все, вода уже не такая горячая. И в этом плане опытные путешественники советуют брать на букинге, да, не жилье съемное, а отели, где можно стоять под этим душем и хоть час, хоть два, да, и вот это вот желание и возможность, наконец, пожить настоящей жизнью, то, чего мы не понимали в нашей социалистической действительности, да, вот, горели лампочки сколько угодно везде и в коридорах, всем было начихать, вот, но никто вообще не заморачивался. Туалеты, я помню, текли просто ручьем, струей, никто эту воду никогда не перекрывал. Вот все время было журчание, и на самом деле мой друг, вот, занимаясь литературой, не может находиться в тишине, и ему обязательно нужно вот это вот причастность к водной стихии, да, и вот он открывает кран, садится на край ванны и вот под эту музыку, не знаю, дождя, потоков, вот ему работается, да, а с другой стороны, ведь это такая привычка, ничего тут не поделаешь, ну, если привык человек к журчанию ручейка. И многие так и живут, да, сельский дом, где-то ручеек струится, журчит, свистит, искрится, да, как-то вот. И вот эта история этих доминант, да, вдруг оказывается, что кто-то привык к треску огня, и кто-то привык к безлимитности, да, к безлимитности тепла, когда, ну, подкинул еще поленце. И вот оно пошел этот жар. Не знаю, у меня как-то не было этих ощущений от сидения в камине. Как у камина, вообще да, нет, у камина есть, как бы дачный камин, конечно, есть. Вот, но что-то как-то не пропер я это удовольствие. Единственное, что я там опилки сжигаю и все. Вот.
То есть дело, видимо, не в камине, а в каком-то настроении, да, потому что когда жарко, и ты не включаешь это все, как стихию, да, ну, причастность к этой стихии, почему-то вдруг странные дрова из олив, из древних, да, и вот лежит это одно полено, оно абсолютно выглядит как вот советские были такие камины, какая-то пластиковая покрашенная штука, вот, и она, значит, каким-то ярким этим цветом, тусклым, освещает нам этот выдуманный мир. Я вот закинул некий невод метафор, рассуждений, аналогий, подлинное и неподлинное. И, ну вот, смотрите, как, допустим, художник, я же тоже могу эту задачу решить. И, видите, и эту задачу решали скульпторы на заводах, да, когда продавались эти камины, выдуманные, нарисованные электрические, да, и тоже что-то там моргало, и, в общем, издалека даже выглядело вполне-вполне. И сегодня есть такие вариации, да, очень даже обманки, да, вот этот мир обманок. И вот если как художник эту решать задачу, можно ведь быть реалистом и досконально, прям вот не понимая, вот в этом смысле в реализме, если вы занимаетесь этим, да, как фотограф, как дотошный скрупулез, тут очень важно быть как неподготовленным психологически, да, быть непредвзятым, да, вот когда человек досконально, да, идет от и до. Это знаете откуда, наверное, даже все это из каких-то спецслужб, да, из систем, да, когда вот надо произвести детальный обыск какого-то пространства. Да. Художник тоже, он сыщик. И вот сколько вот этих было историй шпионских, да, когда, например, что-то самое важное кладут на видное место. Например, какие-то документы спрятаны в салфетку, да, салфетка на столе. Вот сыщик как бы эту салфетку, не знаю, убирает, да, раскладывает какие-то документы, или на этой салфетке он что-то пишет, там свои протоколы. Вот, и вот эта вот история, да, не знаю, там в подушку спрятаны какие-то сокровища, и сыщик, значит, дознаватель, обыскивающий, да, садится на эту подушку и как бы все обыскал, а вот под собой не посмотрел. Да, так что очень важное качество, конечно, сознания – это глупость, да, глупость как непредвзятость, глупость как вот опись, да, от и до. Я чисто практически постоянно на этих граблях нахожусь, да, когда я рисую. Бардак это не бардак передо мной, да, всегда какие-то разложены, да, инструменты, и я вот точно знаю, что есть здесь ластик, да, потому что он здесь лежит, или там ручка, или фломастер, но я его не могу найти, да, не могу, вот я смотрю так, сяк, обшариваю это пространство взглядом, пальцами перебираю, где-то сортирую все справа влево, я его не вижу, да, а потом, хоп, а вот он лежит прямо здесь, да, как это, что это за магия, да, мы все наполнены этими слепыми зонами, слепыми чувствами. Кстати, здесь подсветочка этого камина еще здоровская. То есть натуральный свет и поддельный. Еще и отражение в этом в каминной мраморной плите. Этому зданию 300 лет. И мы, получается, живем в этом хаосе, и искусство как-то пытается вычленить. И с одной стороны, вот я сейчас предложил реализм, фотореализм, и ну, вот многие работают по фотографиям, и даже, мне кажется, очень хороший прием, когда или кверх ногами кладут эту картину, или боком как-то. Или, кстати, тоже очень, очень важный прием, его на всяких школах искусство используют. Ну, приходит там, начинающий художник, он понимает, что не может это нарисовать технически, ему делят какую-то картину на сегменты, раздают эти сегменты, они содержат из себя какую-то кашу, да, сплетение линий, волос, не знаю, там часть уха, часть лба, и вот человек рисует эти сегменты. Технология такая, нарисовал,
какие-то прямоугольнички, квадратики, иногда это треугольники даже бывают, вот, достаточно нелепые, да, потом их соединил, сложил, бац, идеальная картина, да. Вот, то есть, не понимая что, оказывается, человек очень даже понимающе рисует. Да, а понимая что, вот начинаются какие-то искажения, влезает, не знаю, подсознание, влезают какие-то приоритеты. Ну, не знаю, там всегда детишки, когда рисуют красивых каких-то принцесс, им всегда глаза хочется большие сделать и реснички, да, и все, и поплыло, да, потому что на самом деле, если так вот посмотришь, даже многие какие-нибудь известные модели, красавицы первые, да, а глазки-то у них маленькие, да, такие прям свинячьи. Вот, ну, поэтому объективно мы можем действительно считать, что ой, какие огромные красивые глаза, да, а на самом деле это оказывается субъективностью. Вот. И получается взгляд художника и взгляд реалиста, взгляд фотофиксатора, вещи абсолютно разные. И я из этих позиций, если как-то на какой ты стоишь, какую выбираешь, я, конечно, считаю, что очень здорово, да, когда мы вносим какие-то свои искажения, что-то вдруг у нас вызывает желание, да, мы хотим больше цвета туда. И вот именно из-за этого получается как бы некрасиво, да, вот, потому что что-то хочется увеличить, где-то хочется акцентировать, где-то хочется поярче, и все как-то разваливается, да. Вот. От этого нашего, да, от этой попытки вложить, вот, она на самом деле уничтожает эту гармонию реальности и создает собственную реальность, да, когда в итоге мы видим Пикассо, где какие-то линии, да, и видно, что ему интересен нос, ему интересен глаз, вот, но это даже никак в лицо не сталкивается, да, все как-то так отдельно глаз, отдельно нос, вот, то есть это все очень похоже на то повествование, которое писатель неудачник делает, когда ему все понятно, что зачем следует, и он как-то не очень представляет, что кто-то со стороны без этого знания, да, будет это читать, поэтому такое читаешь, приходится перечитывать много раз, вот, чтобы понять, кто там побежал, кто куда уехал, вот, пытаться догадываться. А для него, ну, как само собой. И вот эта игра в само собой, она любопытна, интересна. Из этого и складывается человек. И вот разговоры у камина в такой благодушной атмосфере, они, наверное, в итоге должны переходить в эту тему около философскую, около моральную, потому что есть картины, есть темы для обсуждения, и в итоге можно выйти на тему личности художника, да, которая иногда, иной раз бывает абсолютно никак уже не связана с картинами. Вот когда судьба интересней, и в этом смысле я уже очень долго ищу и сокрушаюсь. Может быть, вы мне что-то посоветуете, мои дорогие слушатели. Вот многие вещи рождены как отдельный жанр. Да? Есть, допустим, жанр автопортрета. И, конечно, этот жанр, он не только в живописи, да, как положено настоящему жанру, он существует и в музыке. Да, ну, вот как-то музыкальных автопортретов сложно. Да? Есть жанр портрета в живописи, это мы знаем. Да? Вот, не знаю, шубертовские портреты Шопена, да, и жанр этот есть в литературе, да, жанр автопортрета. Он, допустим, называется автобиография. Да? Вот. И есть еще отдельный такой поджанр, он называется исповедь. Да? Это какая-то более, наверное, серьезная уже работа. Мы знаем исповедь блаженного Августина, да, и как это уже религиозная литература, да, где-то вот саможитийность и
такие покаянные истории есть у Горького, у Толстого, конечно. И вот развитие, да, этого жанра, оно про развитие личности, про развитие судьбы. И знаете, вот это же красиво, моя жизнь в искусстве, да, как вот Станиславский. Да. Наверное, любой художник может про это сказать. И даже, ну, у кого есть какой-то бэкграунд, да, когда не начинающий, да, уже пару лет достаточно. Вот. Действительно, есть же эта жизнь в искусстве, да, у каждого какая-то есть тропинка, ну, какая-то муравьиная дорожка, я не знаю. Вот есть это некое искусство, оно было до нас, может быть, будет после нас, да, и есть какая-то наша в этом плетенная ниточка, да, в этом муравейники, да, какая-то наша иголочка, какая-то история, да, все туда сваливается, в эту огромную кучу. И вот жанр, посоветуйте мне, да, о искусстве, какую-то литературу, о художниках, потому что тут вот я Гои знаю Луна и грош. И вот смотрите, да, мощная арт-тема с очень какими-то глубокими заходами, и при этом там ведь нет визуальности, да. И, кстати, мы тоже этот жанр утратили как литературу, древний жанр античности, описание произведения искусства, когда нет картины, нет скульптуры, но есть отдельно ее подробное детальное описание. Ну, вот это и Пенелопа там что-то вышивала, и щиты всякие, и поножи. Ну, и отдельно все шедевры античности, знаменитая Венера на ракушке, да, которая потом, возможно, из этого описания этой картины сделал, да, свою знаменитую Афродиту. Итальянец, как же его, Боттичелли. Да. И, не знаю, обидно, да, что ушло и не пришло. Вот. И как вот оценить этих художников, да, которые оставили интересную биографию. Сегодня, в принципе, есть такой жанр в кинематографе. Наверное, все-таки пяток фильмов великих найдется, да, про мастеров. Да. И часто там даже очень мало искусства, что, в общем, тоже любопытно. Да. Есть художник, но картин, как правило, там часто даже и не особо не показывают. Ну, по причине того, что актер, он не художник, он рисовать не может, поэтому ну, как-то так. Вот самого процесса, как художник создает свои полотна, да, этого процесса, которого можно было бы описать словом мастер-класс, когда мы видим, как живет, ну, по сути, история, да, рассказана современным режиссером по искусству, да, она же должна быть не только про то, как биографически там ходит, он что-то покупает, любит, ссорится, да, и про то, как он складывает, да, вот эти свои шедевры, как это все рисуется, как это происходит, да, а вот тут уже сложно, ну, то же самое. Есть великие актеры, но они, как правило, не великие пианисты, музыканты, и вот так, чтобы взять гитару и сыграть, тоже не все, ну, только, может, Стоянов умеет, вот, а так никто не может. И тут уже вот начинается беда, да, что показывают лицо, а вот или отдельно руки, а какой-то целостной картины нет. И вот в этом смысле творца художника у нас тоже нет за кадром, да, к сожалению. Вот, ну, может быть, сейчас нейросети, да, научили же как-то обнаженку подкладывать, да, лицо одно, тело другого. Так, может быть, и здесь, да, художник, великий артист будет играть, великий художник рисовать, что-то из этого сложится. Ну, я к тому, что есть отдельно, получается, картины, мазки, линии, да, и есть отдельная биография художника, его судьба, да, путь, это пафосно, да, дорога в искусстве.
И очень часто выходит так, вот это из этого литературы, из литературы, что художник действительно становится нашим кумиром, автором вне его картин, потому что нам скорее важна его политическая позиция, да, важны его какие-то принципы, и вообще важна биография как борьба за эти свои идеи, да, он интересен нам, да, иногда эти художники становятся нашими какими-то проводниками, светочами, да, когда мы хотим, вот, как он, вот, хотим иметь такие убеждения, принципы, такую стойкость, такую веру, такое мастерство, да, которое как прилагается как бы, да, к этому горению. Вот, и мы иногда уважаем как политическая, да, борьба и искусство. Вот это преклонение, да, перед личностью, которая, правда, вот на твоих вроде бы глазах создает самое новое. То, что художники в этом и прекрасны, как некий класс, как социальная страта тем, что это, как говорили большевики, авангард, да, вот там вот поэты, художники, люди творческие, люди ищущие. И в этом плане мне очень интересен, конечно, конец XIX века, когда, основной фавизм, да, вот это все. И вот эти люди, которые рисуют какими-то палочками, какими-то кляксиками, какой-то фигней, вот, это тем не менее выдающиеся художники, да, потому что они и классические картины делают великолепно, да, их там портреты чудесные, вот. И это очень интересно, да, когда настоящий сильный рисовальщик, реалист, маэстро, да, и вот он пускается в эти эксперименты, что-то наклеивает, что-то там вдувает из стекла, ковыряется, да, какими-то куриными лапками рисует. Это интересно, потому что вот сегодня тоже рисуют какими-то палочками, что-то там набрызгивают, наплевывают. Вот. И это тоже как бы классно, любопытно, но вот нету этого но, да, эти люди не могут нарисовать руку красиво, не понимают, как чего вот в анатомии, и как бы не переживают. Знаете, как вот тут туда-обратно, да, вроде бы мелочи объяснить невозможно. Вот и те подражают детьми, да, но вот когда это маэстро упрощается, примитивизируется, да, все равно в нем есть эта школа, какие-то мимолетности, постановка руки, да, когда ребенок, по сути, да, не сформировавшийся автор, так и ведет себя как ребенок, для меня это современное искусство, оно немножко с улыбкой, с полуулыбкой, в том, что, знаете, как взрослые дяди вот иногда сюсюкают, так изображают из себя каких-то малышей с дефектами речи, да, вот, обычно так люди разговаривают с собаками, с какими-то малышами, как бы вот на детском языке, да, вот это так вот шепелявение, вот это все как, комично для меня вот в этом плане искусство сегодняшнего дня. Вот. И мне почему-то всегда казалось, ну ладно, вот, начинают они с этих кривляний на листе бумаги, но ведь постепенно они, по идее, должны ведь чему-то научиться, потому что смотришь, вот человек не умел и в 20 лет, да, создал себе карьеру, там уже 50 лет он в искусстве, он рисует, продает свои вот эти корябки за миллионы, легенды, да, у него там десятки выставок по всему миру, альбомы, слава. Вот, но я не могу понять одного. Вот ты уже 30 лет эту кисть держишь. Почему ты так и не научился? Ну как это вот? Ты же по идее вот должен научиться хоть что-то рисовать. И то же самое я вот смотрю средневековых мастеров, которых я очень обожаю, вот эти манускрипты, какие-то монастырские вещи. Там многие плохо рисуют. Вот, но я люблю это очень, да. Вот, то есть, когда все косое, кривое, какие-то шаблонные головы, какие-то везде одинаковые носы. Вот, и плохо, вот, плохо. Вот. И вот меня, в одном случае пугает, в другом даже восторгает.
этот человек всю жизнь этим занимался и не научился. Мне всегда казалось, что самый сильный учитель – это материал, да, и вот просто складывая какие-то кубики, да, ты, не знаю, потихонечку сам с собой придешь к каким-то смыслам, да, которые содержатся вот в этой геометрии, да, что вот так это удобно, а так неудобно. Вот если человек работает с тушью, да, то сама тушь будет его мастером, да, она научит, как не делать кляксы методом проб и ошибок, да, за много часов. Вот я был поклонником этой теории, да, что сам собой человек становится профессионалом. Да. Если лепить из глины, то ты при каком-то количестве часов вложения, да, своего труда, внимания будешь как-то чувствовать, понимать, как там она липнет, как с ней работать. А вот нет, да, практика показывает совсем другое, что вот человек как в 20 лет стабильно что-то не умеет, так он и в 80 тоже так же не умеет. Вот. Если человек не научился рисовать руку, как бы он не наблюдал, да, он и в итоге вот все время будет этот большой палец неправильно ставить. Это странность, да, это странность, может быть, это часть какой-то современной жизни в искусстве, потому что я вот это вижу, показываю на это пальцем, это как улыбается, да, вот, казалось бы, наблюдательность, да, свобода, вот, а нет, нет. Неужели эта линия жизни, экспертности, да, она все-таки автоматически не лежит в области мастерства. И вот если эту конструкцию как-то взвешивать, то вдруг окажется, интересно вообще, а что такое идеальная судьба художника, да? Идеальная судьба мастера, да? Давайте попробуйте в голове прокрутите вашего воображаемого персонажа, или это, не знаю, кто-то близкий вам, или это вообще вы, да, если вы, конечно, начинающий. Как было бы идеально? Наверняка идеально это и какие-то трудности, да, должен содержать этот путь, какой-то, не знаю, побег из реальности, какие-то зависимости, да, которые автор преодолевает. Я вот узнал смешной факт, что великолепнейший артист, который начал свою карьеру в молодости, как Гарри Портный, и вот он взрослел вместе с этим фильмом, да, очень сильно поменялся, да, сегодня я видел этого артиста в каком-то сериале со Стивом Бушеми, где тот играет Бога, а этот артист играет какого-то ангела, такого нижнего уровня клерка. Вот совсем его не узнать за этой самой бородой. Ну вот на одном из предпоследних эпизодов этот юноша, да, начал пить, и, в общем, изображая подростка-волшебника, он всегда был пьяный на площадке, вот еле-еле стоял, а потом, значит, он, вовремя столкнувшись с этой бедой, вовремя вышел из этого состояния порока, да, и стал действительно классным актером. Он и по Булгакову снимался в экранизациях «Записка молодого врача». Чудесная работа. Вот, то есть из, казалось бы, вот этой провальной биографии, да, провального пути, по которому прошли практически, знаете, все гениальные дети, вот, от Маколая Калкина, там, да, до моей любимой Маши Бартон, вот, то есть это путь как бы в никуда, а тут действительно, то есть выстраивая идеальную биографию, мы должны придумать какие-то разрешаемые, но благородные или нет препятствия, препоны, да, наверное, должен быть бунт против системы, даже, не знаю, сидение где-нибудь за убеждение в тюрьме, вот, какие-то победы, то есть, наверное, должны быть взлеты, падения, и смысл этой биографии, ну, главный, он в том, что из какого-то регионального уровня, ну, допустим, лондонский художник там, или художник из Марокко, или, не знаю, пианистка из Танзании, вот, должен
вот вырасти на уровень сначала какого-то, не знаю, материковый, там это становится европейской величиной или африканской, вот, а потом постепенно эти персоны растут до мировой величины, как, допустим, Фрида Кала, а потом из мировой величины они становятся уже достоянием всей культуры и какими-то мемами. Да? Вот, ну, сегодня там, не знаю, в очереди видишь какая-то женщина с сумочкой, расшитой какими-то аляповатыми узорами, вот некий фас какой-то девушки с монобровью, вот, украшенной лепесточками. Вот. И, может быть, владелец про это даже не знаешь, а ты говоришь: о, Кало. Вот. Был еще, кстати, Кало, такой Кало, замечательный художник французский, все время каких-то арлекинов восхитительных рисовал. Тоже один из великих, кстати, рисовальщиков, на которых стоит обратить внимание. Ну, то есть из личности, из какой-то биографии, да, художник прорастает уже в некое имя, очень, очень размытое, да, когда не очень помнится даже регион, да, что это Мексика или там это Россия, но есть некая личность. Вряд ли Шагал и Кандинский и Малевич сегодня ассоциируются с Россией, это скорее вот уже дар всего человечества в отрыве от биографии, это какой-то стиль, какой-то образ мышления. И интересно, да, подумать. И в этом плане это большая задача, кстати, для литературы. Вот эти вот ступеньки проработать, замечательное слово, определить, да, какие бывают эти виды биографии, потому что пока что исследовано довольно неплохо в кинематографе биография а-ля, ну, давайте назовем его Ван Гог, то есть кто-то, кто прям гений-гений, вот, но он не признанный, он что-то делает, никто его не понимает, где-то его картины на помойке, в гараже, вот, потом он умирает от каких-то болезней, не знаю, самоубийств, катаклизмов, вот, и все его сокровища вдруг люди неожиданно начинают ценить: о боже, какого гения мы потеряли, да, и вот никому не нужны картины, которые, ну, в лучшем случае использовались, чтобы какую-то дырку заклеить в окне, вот, а то просто замечательное применение было, по-моему, работам Ван Гога, какая-то собачья подстилка, вот, вдруг становятся шедеврами, музеи, значит, сражаются, все плачут и говорят, какой гений, да, или Кусама Асама, японская художница, да, которая всю жизнь делала какую-то муть, странность, вот, никому она не была нужна, но вот она состарилась и вдруг, уже плохо соображая, стала гением, да. Вот, то есть здесь есть все-таки некая справедливость, в которой, может быть, самая важная составляющая, что человек просто дожил до того момента, когда мир одумался, приполз на коленях и сказал: простите, мы вас не понимали, а вы всегда были впереди нас, и вот теперь ваше творение стоит миллион, а зачем это нужно, когда человек действительно всю жизнь скитался, голодал и сражался с этой реальностью, да, пытался переломить как-то ситуацию. И вот когда эти двери открылись, в общем, человек уже не может войти, потому что он старенький, ну, его как-то вносят, да, такой вот Оскар за заслуги перед кинематографом и так далее. Да, то есть какие-то биографии более-менее намечены, да, но все-таки, мне кажется, мы далеки от той идеальной биографии творца. Ну, я так в широком смысле, да, потому что, мне кажется, можно и у писателей что-то позаимствовать. Ну, не то, чтобы там убит в молодости на дуэли, да, но все-таки Хемингуэй, мне кажется, замечательная биография. И за подводными лодками охотился, и по горячим точкам, как репортер, путешествовал, и на слонов тоже охотился, и на фашистов, и на слонов, и на фашистов вроде как не сильно настоящих испанских, да, и даже где-то пострелял. В общем, легенда, рыбак, да, и обаятельно очень к женщинам относился, что тоже сегодня, наверное, может заинтересовать.
И если эта биография появится, то вполне возможно, что ее попробуют смоделировать. Да, есть ведь какой-то Баския, который такой реинкарнант Ван Гога, да, тоже умер молодым, талантливым, да, загубил себя в этом смысле, сражаясь с обществом, которое его не понимало. И вот этих конструктов-то на самом деле не так много, и не так много человечества с этим материалом работало, что, мне кажется, обидно, да, потому что, ну, во-первых, все это вполне содержит мощный дух инноваций, мощный дух времени. Я так широко, да, рассматриваю и музыкантов, и писателей. Ну, конечно, было бы здорово сосредоточиться на художниках, а может быть и на скульпторах. Может быть, вообще задать какие-то подробности, я не знаю, художников, графиков, или там художников-иллюстраторов, в конце концов. Имен-то много, любопытных. И вот вопрос тоже, здесь многие биографии, они так прерываются в молодости, от этого прекрасно, да, а мне все-таки хотелось бы пойти вот, ну, по широкой дороге, так, 90-80 лет, вот, взять каких-то азиатских художников, да, африканских, возможно, мы это даже можем вместе сделать, создать некую программу для сегодняшнего художника, программу развития. Да? И она может быть в том, чтобы человек сам развиваясь, молодея, старея, да, тут где-то, да, бывает, 20-летний выглядит как 60-летний, а 60-летний как 20-летний. Вот в эти вариации это и этапы искусства, да, становления. То есть, проходя этапы своего взросления, мы как бы и этапы взросления человечества тоже на себя примериваем.